Не знаю, с чего начать это видео, поэтому буду говорить как есть. У меня случился очередной, скажем так, почти слив депозита. Как вы видели на последних видео, я торговал с балансом в $170. Перед этим я начинал этот месяц с баланса в 120. Риск на сделку у меня там $1.20, либо же через время я перешел на $1,5 риска. Все было довольно-таки хорошо. Начиналось с 4 числа, сегодня вот 26.06, 27.06. И все шло хорошо, я довольно-таки неплохо торговал. Большинство торговых сессий закрывал с профитом. И, к сожалению, на одной торговой сессии я превысил свой лимит на день и не смог остановиться. И дальше заявки полетели, точнее сделки полетели каскадом и слил 2/3 своего баланса. То есть сейчас у меня на балансе осталось, точнее после торговли у меня на балансе осталось $50 примерно. До этого я также у меня были ну, внутри месяца у меня также были нарушения, но они были какие-то более локальные и не такие значимые. В том плане, что несколько раз я выходил за лимит на день, но, скажем так, я все же делал несколько сделок, и мне везло, я возвращался, возвращал баланс к тем значениям, за которые я не должен был выходить. И на этом завершал торговлю. В этот раз, к сожалению, я не удержался, первые сделки не пошли, и буквально я за несколько часов, даже мне, скорее всего, одна торговая сессия длилась, не знаю, часов 6, может больше, хотя обычно час. Я просто там заходил во все монеты подряд, и я бы даже, наверное, и слил бы и весь баланс, но только потому, что я сейчас торгую через TigerX, и там в данном моменте нету прям больших плечей. То есть мне приходилось заходить с каким-то четвертым плечом, хоть и на волатильных монетках, но я терял только там не очень большие суммы. И поэтому я 6 часов практически, может даже больше, терял, терял сделку за сделкой и не мог остановиться. Только уже прекратил торговлю, когда понял, что я уже тупо устал. Просто-напросто. Мне уже через буквально там часа два мне уже стало все равно на депозит. И я уже так открывал сделки с расчетом, а вдруг повезет, вдруг каким-то чудом я смогу вернуть потери, и только тогда остановлюсь. А так, в принципе, я был готов уже морально и депозит, наверное, весь потерять. Вот так вот. Давайте сейчас покажу немножечко. Вот. Кстати, были мои сделки. Начал я примерно в 21:05. Вот моя первая прибыльная сделка. И после этого сделки полетели. Там уже про риск-менеджмент можно ничего не говорить. Потому что вот они все по -6, -11, -25 в моменте. Прибыльных почти нету, потому что я просто не закрывал. Хоть и сделка шла в прибыль, я не закрывал. Я хотел очень большой профит. И в моменте у меня не получалось заработать на них. И даже никакой заработать. Я об этом тогда даже не думал. Так что вот так. А сейчас я не знал, я вчера, точнее, у меня был небольшой перерыв, это было позавчера, я вот это все натворил. Вчера я такой сидел в тильте, не мог понять, что мне делать, нужно ли перерыв делать большой, либо же вообще перерыв не делать. Но в одном я точно не сомневался, в том, что я буду дальше продолжать торговать, потому что, в принципе, это то, чему я планирую посвятить всю свою жизнь. И так я уже, в принципе, 8 лет потратил на торговлю. На данном этапе у меня сейчас не возникает особо никаких проблем с точкой входа, с анализом. Это у меня все по статистике довольно идет хорошо. Я, в принципе, понимаю рынок, понимаю ситуации, в которых я силен.
и я могу неплохо торговать. Но, к сожалению, я очень плохо отношусь к рискам, не к рискам, а скорее всего к убыточным сделкам. Я не могу на них полностью без эмоций реагировать. И в какие-то дни, вот такое бывает, я начинаю нарушать, срываюсь и вот теряю в лучшем случае весь профит, а в худшем случае весь депозит. Так что вот такой у меня сейчас период в жизни. Но я планирую и дальше продолжать. Вот месяц назад я как начал, завел на этот счет деньги и начал снимать видео. П- Скажем так, останавливаться снимать я не планирую, потому что я хочу показать весь путь, чтобы не было такого, что уже начинаю снимать, когда все получается, когда ты успешный и, как мне кажется, к таким лично у меня недоверие и много вопросов к трейдерам. Я снимаю видео, потому что я убежден, что медийка нужна. В том плане, если есть какие-то большие амбиции, большие цели в жизни, то идти в медийную сферу это практически необходимо. Поэтому вот так. А сейчас, я не знаю, у меня было несколько сценариев, как продолжать торговать, несколько вариантов. Наверное, все же остановлюсь на том, что сделаю сейчас фокус на одной цели. Я там даже рассматривал, повторюсь же, несколько вариантов, и мне пока показался этот вариант наиболее приемлемым. Поэтому я поставлю себе цель, например, у меня сейчас, вот, кстати, да, у меня сейчас на балансе $58 на Тайгере, и мне, в принципе, закончил я на 50, и мне $5 пришло там как возврат комиссии. Так что я буду начинать с этой суммы и продолжать постараюсь дойти до $100. Я не буду очень прям сильно агрессивно торговать. Также выставлю лимит на день, выставлю стоп-лосс. Ну, стоп-лосс это понятно, без стоп-лосса я давно уже не торгую. И буду идти к этой цели. Раньше я, в принципе, ставил вот какие-то локальные цели, но, в принципе, я еще и такой, м, скажем так, на какие-то другие вещи тратил свое время. А сейчас я хочу сделать как бы главным, главной целью, например, на ближайшее время, вот, например, дойти до $100, не потеряя данный баланс 58. То есть я готов жертвовать другими какими-то вещами в жизни. Не знаю, там, например, если нужно будет, э, даже не знаю, там, я раньше там, например, э, думал, сейчас поторговать, либо же там, не знаю, позаниматься каким-то спортом, либо же поиграть в какую-то игру, либо открыть терминал. Но и выбирал всегда вариант, который мне сейчас просто больше хотелось. В данном случае я постараюсь сделать full фокус на достижении конечной цели в $100 и посмотрим, какие будут результаты. Потому что я до этого торговал, и я не ставил прям эту цель очень важной. Я всегда пытался держать какой-то баланс, а сейчас я хочу попытаться еще и с таким подходом, потому что я за все эти 8 лет перепробовал уже очень много подходов. Все, все у меня, в принципе, упирается на то, что я в какой-то момент начинаю нарушать и теряю свой профит. Сейчас попытаюсь такой подход, посмотрим, какой результат будет. Есть у меня некоторые сомнения до данного подхода, но, как мне кажется, в принципе, я не уверен, что так можно долго расти именно с таким подходом, что постоянно увеличивать и увеличивать. Но мне очень некомфортно торговать на маленькие суммы, на которые я, скажем так, которые не влияют на мою жизнь. То есть я могу месяц потратить и заработать там какие-то $20-30, но я понимаю, что
открываю и сижу за терминалом днями, и этих денег, понятное дело, не хватит на жизнь, и это морально тяжело. Поэтому попытаюсь я дойти хотя бы до той суммы. Вот так, если этот подход сработает, постараюсь я дойти до той суммы, который, профит от которой меня будет хотя бы перекрывать, там, не знаю, на какое-то покушать, за квартиру заплатить. И потом уже от этого отталкиваться. Так что вот так вот. Но все это буду, понятное дело, показывать видео, там понемножку сейчас подбираю формат, я вижу, что прям полные трансляции особо никому не интересно, сейчас пытаюсь понемножечку хотя бы обрезать, как-то банальный монтаж добавлять, но точно хочу все это показывать и чтобы был виден весь путь. Так что вот так. Наверное, вы это смотрите уже точно, как только это вышло видео. Я надеюсь, я не перестал снимать через года, скажем так. И, в принципе, уже за мной, как у меня все получилось, и стоит какие-то результаты. Я вообще люблю помечтать, пофантазировать, прокручивать в голове разные варианты событий. Поэтому вот так вот. Так что все, буду продолжать. Ничего, это мой путь. Так что все. Всем спасибо.